Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про мем-токен под названием Pepe. Да, ребята, пока многие думают, что купить, Pepe уже у многих в кошельке. И почему это происходит? Все дело в том, что цена неуклонно растет, вот, пожалуйста, за короткий только период плюс 45%, ну а за 24 часа 855 миллионов долларов торговый оборот вот этой вот мем-монетой, сообщество которого неуклонно растет. Например, вот в апреле, то есть в прошлом месяце, был зарегистрирован Twitter аккаунт и уже 263,5 тысячи читателей. Опять же, страницу открывал примерно полчаса назад, а то и час. Если сейчас ее обновить, то возможно будет уже, вот видите, плюс 400 читателей прибавилось. Почему, ребята, так происходит? Почему эту монету так жестко пампят и почему она уже вот на таком количестве бирж? Давайте разбираться и пытаться понять, можно ли здесь заработать, не поздно ли сюда залетать и стоит ли эта монета вообще нашего внимания. А подумать здесь, ребята, действительно есть над чем. Казалось бы, одностраничный сайт, но уже так много бирж ее залистили. Эту монету, казалось бы, которая вообще никакой мысли по сути не несет, кроме как обоссать другие мем-токены. Да, ребята, вам не показалось. Цель этой монеты просто нассать на другие монеты. И здесь очень много планов, несмотря на то, что это просто шуточный мем-токен. Первая фаза заключалась в том, чтобы вообще запустить токен, попасть на CoinGecko, CoinMarketCap, собрать 1000 хотя бы холдеров и начать продвигать Pepe токен в тренды Твиттера. И судя по тому количеству подписчиков, что уже в Твиттере, у них это получилось. Следующая фаза — это партнерские соглашения, создание и формирование различных групп и листинг на централизованных биржах. Там они планировали 10 тысяч холдеров. В общем, давайте не будем затягивать. Третья фаза — это уже 100 тысяч холдеров, и давайте проверим, получилось ли у них это сделать. Заходим на страницу в CoinMarketCap, нажимаем на контракт адрес этой монеты, открывается обозреватель токенов, и здесь мы можем видеть, что холдеров уже почти 110 тысяч, ребята, и они безуклонно постоянно растут. Неужели вот этой цели обоссать другие мем-токены оказалось достаточно, чтобы проникнуть настолько глубоко в разум людей? Давайте просто для сравнения посмотрим на монету Shiba Inu, сколько вот у нее холдеров, и здесь мы видим 1 миллион 300 тысяч холдеров. Здесь, конечно, их больше, но Pepe только начал свой путь и уже 110 тысяч холдеров, а это по сути 10% от того результата, который сейчас имеется у Shiba Inu. Более того, ребята, объем торгов Shiba Inu за 24 часа составляет всего 115 миллионов долларов, в то время как Pepe токен торгуется на сумму 923 миллионов долларов. И если его рост мы видим 44% за короткий период, то у Shiba Inu это всего 1,5%. Да, конечно, Shiba Inu достигла больших высот, 3,7 миллиона подписчиков в Твиттере, большое комьюнити, но судя по торгам, она уже не особо вызывает большого интереса у пользователей, какое бы большое комьюнити здесь не было. Так мы можем видеть, что вот у нее был первый всплеск цены, потом она откатилась и был второй, после чего вот мы видим вот такой вот долгий-долгий боковик, где она стала по сути уже неинтересна. Но если взглянуть на график монеты Pepe, которая свежая, которая еще не дала своего максимального роста, давайте просто посмотрим. Вот этот вот подъем, ребята, мне напоминает первый подъем Shiba Inu, после которого был спуск и большой-большой всплеск, разумеется, после которого мы видели вот такой вот боковик. Давайте даже для удобства поставлю два графика рядом. Вот, пожалуйста, Shiba Inu и ее вот этот вот первый скачок, как по мне, первый скачок Pepe токена. Вот этот вот спад — это падение токена Pepe. Ну а вот этот вот подъем, когда Shiba Inu была на хайпе, это то, что сейчас может произойти с токеном Pepe. Но не забывайте, что потом произошло с Shiba Inu, и то же самое может произойти с токеном Pepe. Давайте закроем лишние вкладки, а именно Shiba Inu, поскольку она нам вообще не интересна. Мне больше приятно смотреть на график Pepe токена, потому что здесь, ребята, конечно, уже не получится заработать как те, кто вошел вот здесь, те, кто прошлись вот до сюда, и те, кто заработали, продав хомякам вот тут. Мы сейчас находимся вот здесь, и нам нужно принимать решение, исходя из того, где мы находимся сегодня. С одной стороны, ребята, это сплошное безумие, все эти токены, цель которых просто получать вайп и холдить, и ссать на другие мем-токены.
токены. Ну, действительно, звучит даже как-то безумно. С другой стороны, ребята, что мешает на этом зарабатывать? Сливать монету, откупать ее ниже и идти еще выше. Сама монета запущена на сети эфириума, но купить ее можно и на биржах, а значит, нам не нужно никакой эфир иметь на своих кошельках. Достаточно просто иметь аккаунт на одной из этих бирж, например, Binance, KuCoin. Здесь очень большой список, вы видите его и сами. OKEX, Gate, Huobi, Bybit, Poloniex, Maxi Global. Перечислять не имеет смысла, он здесь действительно огромный. Я лично пользуюсь больше всего биржей Bybit, и поэтому здесь, на этой бирже, сейчас буду покупать эту монету. Это ни в коем случае не финансовый совет и не призыв к действию. Я лично буду покупать на комфортную для меня сумму, которую, если я потеряю, мне не жалко будет с ней расстаться. У меня сейчас на кошельке $625, я куплю на 125, 500 оставлю, 125 мне не жалко потерять. Значит, для того, чтобы купить, зашел на биржу Bybit, открыл спотовая торговля, здесь в поиске вбил токен Pepe и нажал кнопку рыночный, потому что по лимитному нужно выставлять еще дополнительные настройки. Ничего этого делать не хочу, нажимаю купить по рыночному на $125. Все, купить Pepe. Итого смотрим, на сумму $125 я смог купить 68 миллионов 313 тысяч токенов Pepe. Больших ожиданий от токена я не питаю, но если даже мои $125 смогут превратиться в 150, 200, то я уже по сути хоть что-то заработаю. И что самое забавное, ребята, спустя буквально минут 15, пока я монтировал видеоролик, цена выросла еще больше. Более того, теперь, если продать все монеты на бирже Bybit, то цена, которую я вкладывал $125, превратилась уже в 136. Сам же токен Pepe, несмотря на то, что криптовалют на данный момент более 24 тысяч различных, находится, как вы думаете, на каком месте? Ребята, сейчас будете удивлены, на 56-м месте. И это действительно пушка. Главное, ребята, не входить в эйфорию. Я мог сейчас купить и на $600, и вот еще на 500 могу, но тем не менее купил на комфортную для меня сумму, и на этом хватит. Хватит, потому что я не хочу, чтобы потом на меня также насали, как и на эти мем-токены. Потому что если это вложение не оправдает моих ожиданий, а сумма вложений при этом будет большой, то я буду себя чувствовать вот таким же обоссанным. Чего, конечно, мне не хочется. Теперь буду наблюдать за монетой, может быть, выставлю ордера на продажу. Таким образом, если даже сейчас я продам все это по лимитке, давайте посмотрим вот просто 100%, то уже $2 будет прибыли, потому что, как я уже вам показал, монета показывает только рост. В начале видео был рост 44,5% за сутки, но вот уже он составляет 50% с лишним. Цена туда-сюда колеблется, и, конечно же, ребята, риски каждый принимает на себя сам. Стоит ли покупать Pepe токен, решайте тоже сами, никому ничего не навязываю и ни в коем случае не рекомендую, просто показываю то, во что влез сам. Кстати, в официальном твиттере мем токена здесь постоянно что-то еще и разыгрывают. Вот, например, 1 миллиард Pepe токенов giveaway. Конечно, выиграть что-либо шансы представляются ничтожными, потому что участников здесь много, но тем не менее попробовать можно. Они здесь постоянно что-то разыгрывают. Лично я в этом участвовать не намерен. Больше контента, ребята, найдете у меня в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, ссылку найдете в описании под видеороликом. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.